Друзья, привет, я Альбина и я блогер. И мы снова в пути. Дорога предстоит нелегкая, придется сменить 3 поезда, но уверяю вас, это того стоит. Сегодня мы отправляемся на самую высокую точку Германии – город Зугшпице. Это величественный пик достигает высоты почти 3000 метров и привлекает тысячи путешественников со всего мира. Но это еще не все. После 5-часового пути нас ждет особенный бонус – посещение Австрии прямо на вершине горы, а также невероятной красоты горное озеро Айбзие с его кристально чистой водой. Это место не зря называют немецкими Мальдивами. Давайте отправимся в это незабываемое путешествие вместе. Из Нюрнберга на поезде мы доехали до Мюнхена и пересели на поезд до Гармиш-Партенкирхе. И здесь перед нами был выбор – или поехать на автобусе, или на поезде с зубчатой железной дорогой. Мы выбрали автобус, так как Google карты показали нам, что мы доберемся так быстрее. Автобус мы недолго ждали, это уже виды из автобуса, но не тут-то было. Сегодня пятница, конец рабочей недели, и нас застал автотрафик. Ну, конечно же, всем приспичило ехать на эту гору. И поезд с зубчатой рельсой, который перегнал нас, помахали мы рукой. Но мы особо не расстроились, мы были готовы к приключениям сегодня. Вы только посмотрите, какие виды. Кстати, у зубчатой железной дороги 3 рельсы. Зубчатый рельс прокладывается обычно посередине между 2 обычными рельсами. Соответственно, подвижной состав таких железных дорог оборудован зубчатым колесом. На этом автобусе мы доедем до остановки Айбзие, место, где находится одноименное озеро. Оттуда мы пересаживаемся на фуникулер, который поднимет нас по канатной дороге прямо до самой вершины Германии – горы Зугшпице. Из этой точки любители горных походов отправляются до вершины Зугшпице своим ходом. Этот путь занимает почти сутки, но для многих это особое приключение, ведь маршрут пролегает через живописные альпийские пейзажи, где каждый шаг приближает к захватывающей дух вершине. По пути нам встретилась очаровательная деревня с раскрашенными домиками. Эти дома украшены яркими фресками, традиционными баварскими орнаментами, придают месту неповторимый колорит. Каждое здание словно рассказывает свою историю, сцены из деревенской жизни, библейские сюжеты, сказочные персонажи, словно оживают на стенах. Здесь же и отели, и апартаменты. Название Зугшпице происходит от 2 немецких слов «Зуг», что означает «путь» или «движение», и «Шпице», что переводится как «вершина» или «пик». В прямом смысле это можно интерпретировать как вершина пути или движущийся пик. Пик движущейся лавины. Ну вот, друзья, показываю вам зубчатую железную дорогу. И успела вам заснять второй обогнавший нас поезд этой железной дороги. Ну ничего, мы когда-нибудь доедем. Кстати, раз уж тема пошла о железных дорогах, хочу вам подметить, такой уж немецкой точности в Германии нет. Поезда подводят, опаздывают. Сегодня поезда опоздали дважды. И читала в новостях, что немецкие поезда на границе со Швейцарией разворачивают обратно. Потому что в Швейцарии со швейцарской точностью уж все в порядке. И они не хотят менять свое местное расписание из-за опоздавших немецких поездов. Не прошло и 5 часов, как мы добрались все-таки до Зугшпице, до самой верхней точки Германии. Ждем возле канатной дороги, ждем свой фуникулер. А точнее, мы доехали до остановки Айбзие, находимся у подножия горы и ждем свой фуникулер, чтобы подняться на гору. Это новая станция канатной дороги, построена в 2017 году. Есть еще старая канатная дорога, покажу вам ее позже. И со стороны Австрии тоже есть своя канатная дорога. Так что, чтобы подняться на эту гору, есть 4 пути. Доехать до озера, что мы и сделали, и подняться по этой канатной дороге. Доехать на поезде по зубчатым рельсам выше и подняться по другой канатной дороге. Или со стороны Австрии подняться по канатной дороге уже австрийской, тирольской. На этой станции мы приобрели билеты, 2 взрослых, 1 детский. Обошлось 156 евро туда и обратно. Билет входит в фуникулеры и поезд.
Пейзаж шикарный, альпийские горы, озеро Айбзе. Я об этой поездке мечтала полгода. Специально ждали лето, хорошую погоду, потому что обидно было бы подняться, а наверху будет только туман. Лейла еще шутила и говорила, если мы поднимемся и будет туман, она споет песню «Туманы, туманы». Подъехала наша кабинка. Время в пути всего 10 минут. В нее вмещаются 120 человек. Стекла новой кабины сделаны во всю высоту для лучшего обзора. Стальные несущие тросы весят по 153 тонны каждый. Тяговые тросы разных диаметров 30 и 39 тонн. Длина трассы 4500 метров. По перепаду высоты одной секции она занимает первое место в мире, около 2000 метров. Однако этот рекорд не единственный. Здешняя 127-метровая опора самая высокая в мире, и длина пролета между этой опорой и горной станцией тоже самая большая в мире. Этот проект канатной дороги обошелся Германии в 50 миллионов евро. Наполовину пути у меня заложило уши, и кабинка начала дергаться. А вместе с ней немножко нервно стала дергаться и я. А Лейле, как говорится, и море по колено. На вершине этой горы в Баварских Альпах ежегодно бывает около 600 тысяч человек. Первое документально подтвержденное восхождение на Зугспитце состоялось в 1820 году. Первый, кто зафиксировал свой подъем на гору, был военный инженер-геодезист Йозеф Наус, его помощник и местный проводник. На самой вершине они провели всего 5 минут. Срочно начался спуск из-за внезапной сильной грозы. Ночь перед восхождением провели в хижине пастуха, где были сильно покусаны блохами. Вышли в 4 утра и до вершины добрались незадолго до полудня, преодолев многочисленные угрозы и опасности для жизни. Я их уважаю, ценю, но не понимаю. Самим добровольно подвергать себя такой опасности. Первые планы проложить отсюда канатную дорогу возникли еще в конце 19 века, но не получили поддержки баварского принца. И этот подъемник ввели в эксплуатацию только в 1931 году. Ко времени открытия баварского Зугспитцбана уже несколько лет работала другая канадская дорога.
Тирольский Цугшпицбahn, проложенная со стороны Австрии в 1926 году. Вокруг Цугшпицы можно прекрасно покататься на лыжах, как и во многих других регионах Баварии. В этой федеральной земле насчитывается около 80 зимних курортов, более сотни канатных дорог и почти 800 горнолыжных подъемников. Мы уже почти поднялись, друзья. Мой вам совет – отправляйтесь в этот путь только если полностью уверены в своих ногах, руках и в том, что вы не потеряете сознание от страха высоты в самый неподходящий момент. Виднеется озеро Айбзия, откуда мы стартанули. Нет, здесь специально можно открытку отправить. Идем? Пернатые обитатели горы Цугшпице – это альпийские галки. А также здесь можно встретить греющуюся на камнях альпийскую саламандру. Ой, друзья, первые минуты на Цугшпице – это момент, когда захватывает дух. Выходя из фуникулера, ощущаешь себя буквально на вершине мира. Вокруг простираются бескрайние альпийские просторы, а глаза не могут сразу охватить всю эту грандиозную панораму. Пики местами снежные и глубокие долины тянутся до горизонта, а чистейший горный воздух наполняет легкие свежестью. Здесь, на высоте почти 3000 метров, все заботы и суета остаются далеко внизу. Это ощущение свободы и безграничности простора, которое невозможно забыть. Передаем привет из самой высокой точки Германии, но здесь есть и еще территория Австрии. Идем кушать в Австрию. Вот здесь очень свежий воздух. Да, да. Угу. Как говорится, дышите глубже. Гора Цугшпице уникальна тем, что она разделена между двумя странами – Германией и Австрией. Вершина горы служит естественной границей, и именно здесь можно буквально стоять одной ногой в Германии, а другой в Австрии. Эта особенность делает Цугшпице еще более привлекательной для туристов, ведь за одно восхождение можно посетить сразу две страны. С немецкой стороны находится самая высокая точка страны, а с австрийской открывается вид на потрясающие альпийские ландшафты. И мы, пользуясь случаем, посетим сейчас Австрию и зайдем в австрийский ресторан. А еще с этой горы видны вершины 4 стран – Италии, Швейцарии, Австрии, ну и Германии. А еще здесь на смотровой площадке есть бинокли, рестораны, магазин сувениров и небольшой музей с информацией о горном массиве Цугшпице, строительстве фуникулеров, природе и климате. И отсюда вы можете отправить открытку самому себе или близким родным. Цугшпице имеет необычную форму. С восточной стороны гора резко обрывается, и это не природная особенность, а результат деятельности человека. В 1930 году обрушилась центральная часть горы при попытке проложить по ней линию подъемника. А в 1938 году был взорван западный склон нацистами.
Требовался им аэродром, правда, он так и не был построен. У меня для вас интересный факт. В 2011 году швейцарский канатоходец Фредди Нок поднялся на вершину Цугшпице по тросу канатной дороги. Он за 1,5 часа прошел 914 метров без страховки и балансировки. Ну а мы вот так необычно подошли к австрийской границе. Висит вывеска «Herzlich willkommen in Tirol» – «Добро пожаловать в Тироль». И здесь указано, что есть кафе, кристальная комната, музей и канатная дорога. Люди там играются, еще ходят с детьми маленькими. Тироль – это альпийский регион, расположенный в западной части Австрии. Я имею в виду австрийскую часть региона Тироль. Друзья, в хорошую погоду с Цугшпице, самой высокой вершины Германии, можно разглядеть Грёсглёкнер, самую высокую вершину Австрии, высотой 3798 метров. Как и везде, многие хотят оставить свой след – замочки. Вершина Грёсглёкнер находится в 150 километрах от Цугшпице. Рядом с ней проходит одна из самых панорамных автомобильных дорог в Альпах. Ну вот, потрогайте скалу. Это же скала, гора. Друзья, помогите, я на скале. Ага. Зашли на смотровую площадку на территории Австрии. Несмотря на такую высоту, чувствуешь себя отлично. Хотя при подъеме, конечно, уши закладывало, даже и одно ухо болело, но все моментально прошло. Как в самолете при подъеме. О, покоритель вершины. На австрийской стороне можно поставить печать о том, что ты здесь был. Но так как у нас с собой не было никакой бумаги, мы поставили печати себе на руках. Вот такие помеченные, пошли мы дальше. То, что было изображено на печати. Цугшпице, Байрон, Тироль, 2950 метров. У кого-то хватает смелости еще парить на такой высоте. Все вы знаете, что Германия принимает в упрощенном порядке евреев по всему миру из-за темного прошлого. Но хочу отметить, сколько я нахожусь в Германии, ни разу на улицах Нюрнберга не видела религиозных евреев. Но, видимо, нужно было побывать здесь, чтобы их увидеть. Ну а мы уже зашли в кафе на австрийской стороне. Так, интересно, что нам предлагает Австрия. Здесь можно попробовать знаменитый венский шницель, кнедлики, густой суп с гренками и, конечно, свежую выпечку. Одним из фаворитов у посетителей является классический яблочный штрудель, который подают с шариком ванильного мороженого и горячим шоколадом. Для тех, кто предпочитает что-то более легкое, есть разнообразные сэндвичи, салаты и местные сыры. Напитки тоже на высоте. Ароматный кофе. Прям чувствую запах. У нас компот, есть сосиски со свининой, а мы не кушаем такие. Там Фри в идеале. Коровы всякие. В общем, еда, которая нам подошла, это картошка фри и картофельный суп. Мясо с добавлением свинины мы не кушаем, ну а выпечку уже и не хотелось, так как мы ее наелись уже раньше. Один картофельный суп
2 картошки фри, кофе, 2 фанты. Вышло 35 евро. Булочки 2, одна булочка 2 евро стоит. 2 булочки, 1 булочка 2 евро. Как ты думаешь, почему такая булочка дорогая? Мы находимся на самой высокой горе, на самой высокой точке Германии. Эту булочку тащили из земли сюда, наверх. Поэтому. Транспортировка, да, заняла так? И плюс больше нигде вы не купите. Или покупай здесь, или Ходи голодный. да. Или бери еще дороже на немецкой стороне. Вот так скромно мы поели, не знаю, что бы мы ели на немецкой стороне, а кофе действительно хороший. Впечатление от посещения этого кафе на вершине мира незабываемые. Теплый прием, домашняя еда и захватывающие виды создают уникальное ощущение уюта и спокойствия. Это место, где можно расслабиться, отдохнуть и по-настоящему насладиться моментом, ощущая, что вершина Цугшпице стала еще ближе. Туман нет, но все равно спою. Я готовилась. Туманы, туманы, верните мне маму, верните мне маму. Туманы, туманы. На австрийской стороне Цугшпице действительно есть несколько интересных мест, которые стоит упомянуть. Здесь находится музей, посвященный истории горы и альпинизму в этом регионе. Внутри можно увидеть старинное снаряжение, фотографии первых покорителей вершины и узнать больше о сложных и захватывающих восхождениях. Рядом с музеем расположен выход на Тирольскую канатную дорогу, которая предлагает другой способ спуститься с вершины и насладиться потрясающими видами Тирольских Альп. Однако мы решили не заходить внутрь, так как время поджимает, нам нужно вернуться на немецкую сторону и спуститься вниз, ведь впереди еще одно чудо природы – озеро Айбзие. Его необыкновенная красота и прозрачные воды, прозванные немецкими Мальдивами, не оставят нас равнодушными. А еще здесь есть кристальная комната. Эта комната – арт-инсталляция, созданная из множества зеркальных поверхностей и стеклянных кристаллов. Внутри ощущается настоящая магия. Свет, отражаясь от стен и кристаллов, создает иллюзию бесконечности и погружает в волшебную атмосферу. Наверное, зимой здесь можно почувствовать себя частью снежной сказки, где ледяные узоры и холодное сияние играют причудливым светом, а из окон открывается потрясающий вид на окружающие Альпы. Но это я так себе представляю. И мы так поняли, что здесь можно еще сделать себе фотографию на память, потому что есть отдельная кабинка. Но опять-таки решили время на это не тратить, лучше полюбоваться еще раз видами на горы. Нам надо успеть еще пройти на ту сторону площадки, на немецкую сторону. Почтовый ящик. Там вот можно купить открытку, да? Вот здесь. И отправить. Надо же, вершина горы, а снега почти нет. Глобальное потепление. Прочитала здесь информацию. Горнолыжный сезон начинается с ноября и заканчивается в мае. Здесь меня звук подвел, поэтому пересказываю. С 1851 года на вершине Цугшпице стоит Золотой Крест. Первый крест на гору несли 28 человек, он не сохранился. А последний, вот этот современный вариант, в 1993 году был установлен на пик на вертолете. Кому жить не надоело, надо сюда приезжать. Или кому скучно стало жить. Вот. На такой высоте они поднимаются. Это, конечно, шутка. Я их уважаю, но ни за какие ковришки туда не пойду.
Этот золотой крест над Цугшпицей – это символический ориентир, который венчает самую высокую точку Германии. Расположен на высоте 2962 метра. Этот крест виден издалека и стал знаковым местом для всех, кто стремится покорить эту вершину. Для альпинистов это конечная цель долгого непростого пути. Подъем к кресту требует несколько часов напряженного восхождения по крутым склонам и скалистым тропам. Но усилия стоят того. Стоя рядом с этим символом, можно ощутить невероятное чувство достижения. Вид на бескрайние Альпы, открывающие с этой высоты, просто захватывает дух. И каждый альпинист, добравшийся до креста, может с гордостью сказать, что он покорил вершину Цугшпице. Надо же, даже есть свой адрес. Ну а мы идем на станцию другого старого фуникулера. Обратно мы решили поехать на другом фуникулере. До станции на поезде поедем, на старинном. Это чуть-чуть немножко возрастной фуникулер. Это чувствуется. На нем мы доедем до горнолыжной базы. Время пути 4 минуты. И кто боится высоты, лучше выбирать путь именно на этом фуникулере. Не так захватывающе, не так страшно и быстро. Может, подписывают что-то? По пути можно увидеть людей, которые покоряют гору своим ходом. Они кажутся такими крошечными, и в этот момент ты осознаешь все величие природы. Мы спустились чуть ниже, на старинном фуникулере, и сейчас мы на горнолыжной базе. Зимой здесь многолюдно, лыжники приезжают, поднимаются на этом же фуникулере, спускаются на лыжи и обратно поднимаются. Но сейчас вы можете увидеть, там издалека люди поднимаются пешком наверх. Молодцы, что могу сказать? Но это не по нам. Пыштырт. Скорее всего, там как раз, наверное, для лыжников, да? Какой-нибудь отель небольшой. Август месяц, жара и снег. Как вам такое? Вот здесь почище. Идемте сюда. Снег. А ты не веришь. Зимой эта база превращается в оживленную горнолыжную деревню. Период с ноября по май – это время активного катания, когда снежный покров гарантирует отличные условия для спорта. Зимний сезон здесь сопровождается проведением различных мероприятий, соревнованиями по горнолыжному спорту, сноубордингу, ночными катаниями, яркими праздничными событиями. Трассы здесь различной сложности, подходящие как для начинающих, так и для опытных лыжников. Современные подъемники,
самый известный – это Тирольская канатная дорога, которая поднимает лыжников прямо к вершине. На базе работают пункты проката лыжного и сноубордического снаряжения, а также специализированные магазины, где можно приобрести все необходимое для комфортного катания. Здесь также действуют лыжные и сноубордические школы, предлагающие обучение для всех уровней. Опытные инструкторы помогут освоить технику катания как детям, так и взрослым. 6. Ага. Как сюда почта доходит? Здесь ресторан покрасивее, да? На вертолете, что ли? Сын Альп. 2600 метров. Я хочу этих покрыть. О, птичек. После активного катания здесь можно отдохнуть в уютных горных ресторанах и кафе, наслаждаясь видом на Альпы, согреваясь горячим шоколадом или традиционными блюдами. Вот здесь аренда санок и лыж. Ага. Это как раз вот эти машины есть. Вот это пейзаж. Можно дальше. И вот с таким видом на Альпы, да. Друзья, у нас перевалочный пункт. Отдыхаем. Ждем поезд. Так выглядит станция, где останавливается поезд. Станция Басуки. Поезд от зубчатой железной дороги приехал. Ждем, когда откроют дверь, чтобы сесть на поезд. Едем в туннеле на старинном поезде 1930 года. Сейчас доедем до озера Айбсия. Там шикарные виды. Вот здесь показано наше местонахождение. Также этот поезд, как проезжает. Поезд действительно старинный, зубчатый. We would like to tell you a few interesting details about the mountain, history, and the safety. Мы сейчас как проезжаем. Как станция называется? Если ехать прямо сверху, да, одну остановку проезжаете, следующая остановка это Айбзия, как раз вот возле озера. И на этом же поезде можно потом доехать до вокзала. Этот билет действителен. Как раз показываю вам рельсы зубчатой дороги. А так выглядит сам поезд 1930 года.
Поезд двигается очень медленно, и это, представляете, на спуске. Представляю, сколько времени уходит, чтобы подняться на гору. Но зато можно успеть насладиться пейзажами. А мы уже на озере Айбзе. Не ожидала увидеть такую красоту. Это настоящее природное сокровище, которое расположено у подножия горы Цукшпице. Это место часто называют немецкими Мальдивами, да. И не зря. Его вода настолько прозрачная и чистая, что кажется, будто смотришь сквозь кристалл. Когда мы посещали сказочный замок Нойшванштайн, и там было озеро Лебединое, но я думала, лучше и красивее этого озера нет. А нет, есть вот это. И наверняка есть еще красивее озеро. Поэтому я всех призываю, не сидите дома, выезжайте на природу, тем более, если вы находитесь в Германии. Здесь такие красивые места. А это озеро окружено густыми лесами и живописными горными пейзажами. Летом вода прогревается, и озеро становится идеальным местом для купания. Можно арендовать лодку или катамаран и отправиться на неспешное плавание по его спокойным водам, наслаждаясь видами на горы. Озеро также популярно среди любителей рыбалки. В его водах водятся форель и другие виды рыбы, а спокойствие окружающей природы делает этот процесс особенно расслабляющим. Вокруг озера проходит живописный пеший маршрут, который позволяет полностью погрузиться в атмосферу этого удивительного места. Длина тропы составляет около 7 километров, и она подходит для прогулок с семьей или романтических прогулок на закате. Погода в этом регионе меняется в зависимости от сезона. Летом температура достигает 25 градусов, и дни идеально подходят для активного отдыха и плавания. А осенью здесь царит золотая пора, когда леса вокруг озера окрашиваются в теплые оттенки, а воздух становится прохладным и свежим. Зимой озеро превращается в волшебное место, когда его окрестности покрываются снегом, а Цукшпице становится центром зимних развлечений. Не знаю, передает ли камера, но вода в Айбзе удивительно фотогенична. Ее оттенки варьируются от бирюзового до изумрудного. На берегу озера расположены уютные кафе, где можно отдохнуть и насладиться местной кухней. В меню часто можно найти традиционные баварские блюда, такие как швабский маульташен или венский шницель, а также свежую рыбу, выловленную прямо из озера. Закажите чашечку кофе или горячего шоколада и просто наслаждайтесь видом, который открывается прямо из озера. Да-да, горы, отражающиеся в зеркальной глади воды, словно оживают в это мгновение. Озеро Айбзе – это место, где каждый найдет что-то для себя, будь то активный отдых на воде, спокойные прогулки в окружении природы или просто время, проведенное в уютном кафе с видом на величественные Альпы. Это место, куда хочется вернуться снова и снова. Так и мы разошлись в интересах, времени было мало. Одни пошли купаться, а другие, то есть я, пошла прогуляться, чтобы снять вам такие шикарные пейзажи. Но мы сделали выводы, что в следующий раз на такие поездки надо выделять 2 дня. Минимум.
Возвращаемся на вокзал, чтобы сесть на ретро-поезд зубчатой железной дороги, доехать до Гармиш-Партенкирхе, пересесть на другой поезд, доехать до Мюнхена, а там пересесть еще на другой поезд, доехать до Нюрнберга, а там пересесть на метро и доехать до дома. Хорошо, что не надо на оленях. Наша поездка пришла к концу. Мы ждем свой ретро-поезд. Очень уставшие, но довольные. Да? Мы посетили эту Цугшпице, самую высокую точку, и озеро Альбзия. Лейла, что тебе больше понравилось? Альбзия или Цугшпице? Вот, кстати, она там, вот она высокая. Давай, тянись. Вот, да, высокая гора. Там были мы. Что тебе больше понравилось? Озеро или гора? И озеро, и гора. Ну, Куба не дура, да? Да. Ну, на озере ты купалась, я не купалась. Как тебе вода? Холодное было, но я привыкла. Да, холодновато, да, прохладновато, но чистая, да? Прям какая-то прозрачная, Там да? можно рыбу видеть. Да, все видно, дно видно. Недаром говорят, что это немецкие Мальдивы. Друзья, наше путешествие подошло к концу, и теперь, возвращаясь 3 поездами обратно, мы вспоминаем этот день с улыбкой. Несмотря на долгую дорогу, поездка оставила массу впечатлений. Величие Цугшпице с ее захватывающими панорамами, кристальной комнатой, золотым крестом, стоящим на самой вершине, действительно стоит всех усилий. А озеро Альбзия с его кристально чистой водой и умиротворяющей атмосферой стало настоящей жемчужиной этого приключения. И хотя день был насыщенным, остается мысль, что это только начало знакомства с Баварскими Альпами. Недалеко от Цугшпице находится еще одна интересная вершина – Альпшпице. Она не так высока, как Цугшпице, но славится своими крутыми склонами и потрясающими видами. Это место тоже заслуживает внимания и, возможно, станет нашей следующей целью. В итоге поездка на Цугшпице и Альбзия подарила нам не только красивые пейзажи и увлекательные моменты, но и желание исследовать еще больше горных троп и открывать новые горизонты. Если вы ищете место, где природа и горы сливаются в одно целое, отправляйтесь сюда, не пожалеете.